На окраине забытого Богом и людьми поселка, где время, казалось, застыло в неподвижности, а дома медленно превращались в руины, жил человек по имени Сергей. Его существование было таким же безрадостным, как и окружающий пейзаж, разбитые дороги, покосившиеся заборы, заброшенные огороды. Дом Сергея стоял огороженный высоким забором, за которым скрывался не просто участок земли, а целая крепость одиночества, которую он выстроил вокруг своей души. Мужчине было около 50, но выглядел он старше своих лет. Его лицо покрывали глубокие морщины, словно карта всех пережитых невзгод, а глаза смотрели на мир холодно и отстраненно. Местные жители обходили его дом стороной, перешептываясь о таинственном прошлом Сергея. Одни говорили, что он потерял семью в страшной аварии, другие, что его бросила жена, третьи шептались о каких-то темных делах. Правду не знал никто. Во дворе постоянно находились две немецкие овчарки, Рекс и Граф. Крепкие псы, которые сидели на цепях, лишь изредка выходя на короткую прогулку с хозяином. Сергей держал их для охраны и порядка. Никаких ласк, никаких игр, только четкие команды и железная дисциплина. Собаки повиновались беспрекословно, но в их глазах иногда мелькало что-то похожее на тоску. Соседка Анна, пожилая женщина, державшая кур и двух дворняжек, иногда украдкой наблюдала за Сергеем через щель в заборе. Ей было жаль этого угрюмого мужчину, но подойти и заговорить она боялась, слишком уж неприветлив он был. Все изменилось в один пасмурный осенний день. Возле помойки, что находилась в 200 метрах от дома Сергея, появилась картонная коробка. Из нее доносился тонкий, почти призрачный писк. Первой его услышала Анна. Подойдя ближе, она увидела крошечного котенка, белого с серыми пятнами, худого, с одним глазом, полностью закрытым засохшим гноем. «Господи, дитятка бедная!» — прошептала старушка, но забрать котенка к себе не решилась. Ее собственные собаки могли не принять чужака. В этот момент из-за поворота показался Сергей. Возвращаясь с рынка с полупустой сумкой, он услышал тот же писк. Лицо его исказилось гримасой раздражения. «Опять выкинули», — пробормотал он сквозь зубы. Проходя мимо коробки, он на мгновение задержал взгляд на котенке. Животное было настолько слабым, что даже не могло подняться на лапки. Что-то ёкнуло в груди Сергея, какая-то давно забытая струна задрожала в душе, но он быстро подавил это чувство. Вздохнув, он взял коробку и понес к себе, не из жалости, а скорее из желания восстановить нарушенный порядок. Котенок оказался в холодном сарае, где хранились дрова и старый инструмент. Сергей смастерил подобие лежанки из старого одеяла, поставил миску с водой и бросил немного колбасы, которую принес с рынка. Все это он делал с каменным лицом, без единого теплого слова. «Выживешь, твое счастье, нет, судьба такая», — сказал он в пустоту. 3 дня котенок провел в сарае. Он дрожал от холода, слабо пищал и с трудом передвигался. Собаки, учуяв чужака, постоянно рычали у дверей. Сергей игнорировал и котенка, и гнев псов. Но внутри него нарастало странное беспокойство. На 4-й день он не выдержал. Взяв коробку с немного окрепшим котенком, он вышел за поселок к старой свалке и оставил его там среди мусора и бурьяна. «Теперь все», — сказал он себе, — «концы в воду». Но судьба распорядилась иначе. Ночью пошел дождь, а утром Сергей, выйдя во двор, увидел невозможное. Мокрый, исцарапанный, еле живой котенок сидел у его крыльца. Каким-то чудом он нашел дорогу обратно. В этот момент в душе Сергея что-то переломилось. Гнев и ярость, отчаяние —
все смешалось в один клубок. Он распахнул калитку и крикнул собакам: «Фас! Взять!» Рекс и граф ринулись к котенку. Раздался оглушительный лай, рычание, писк. Но через мгновение случилось необъяснимое. Обе собаки вдруг остановились, как вкопанные. Граф начал скулить, отступая назад. Рекс опустил голову и замер. Сергей, охваченный слепой яростью, схватил палку и бросился к котенку. Тот лежал без движения, из его рта текла кровь. «Фас!» — кричал Сергей собакам. «Фас!» — я сказал, но псы не двигались. Они смотрели на хозяина преданными, но полными скорби глазами, и тут Сергея осенило. Он упал на колени рядом с умирающим котенком. В его памяти всплыли образы, которые он годами пытался забыть: лицо жены, погибшей по его вине в той роковой аварии, слезы детей, которых он оттолкнул от себя, годы одиночества и тоски. «Прости», — прошептал он, беря на руки окровавленный комочек. «Прости меня», но было уже поздно. Котенок умер у него на руках. С этого дня жизнь Сергея изменилась. Он похоронил котенка в саду, поставил маленький деревянный крестик. Собак он отцепил с цепей, стал с ними гулять, разговаривать, даже играть. Соседи не узнавали угрюмого отшельника, теперь он иногда даже кивал им при встрече. Анна, рискуя, принесла ему пирог. К ее удивлению, Сергей не только принял угощение, но и пригласил ее в дом впервые за много лет. «Он вернулся, чтобы спасти меня», — сказал Сергей, глядя в окно на могилку котенка. «Я думал, что избавляюсь от слабости, а на самом деле уничтожал последнее, что могло меня исцелить. Прошло несколько месяцев. Собаки теперь свободно бегали по двору, встречая хозяина радостным лаем. Сергей по-прежнему жил один, но в его доме появилось что-то новое, может быть, надежда. Он начал мастерить скворечники, подкармливать бездомных животных, однажды даже помог соседскому мальчику починить велосипед. Маленький, беззащитный котенок напоминал мужчине о том, что даже в самых темных уголках души есть место для жизни, и что жестокость не может быть ответом на все. Мужчина понял, иногда самый сильный бой ведешь не с внешним миром, а с собой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!